Здравствуйте, милые ребята. Сейчас вам расскажем сказочку про подземные дома, которую обещал вам рассказать уже достаточно давно. Так что будет очень интересно. Я приглашаю вас в гости в наш подземный дом. Проходите и не стесняйтесь. Ну что, сегодня мы с вами посетим такие долгожданные подземные жилища. С нами Максим, Валентин, и немножко я. Валентин, расскажи, куда мы сейчас пойдем и что это за место? Здравствуйте. Это знаменитые, прославленные на весь мир пещерные дома. Благодаря нашим краеведам, в том числе Саше Бабичу, великолепному историку, они их знают уже и в Германии, Франции, Соединенных Штатах. Это действительно объект мирового значения. Перед нами пещерное жилище начала 19 века, но здесь еще полвека назад, в это тяжело поверить, но это правда, жили люди. Ну что, прошли внутрь? Мы с вами заходим в пещерный дом. И что мы с вами видим? Видим, что люди жили, как в фильмах, по книгам Толкиена. Это как Шир, где жили хоббиты. И если хоббиты жили в воображаемых домах, то эти дома вполне реальны. Просто посмотрите на это. Это полноценный дом, полноценная комната с оконцами. Здесь была печь, мы видим остаток дымохода, вот еще дымоход. Она была облицована, причем эта облицовка не такая уж старая. То есть мы видим выключатели, розетки, посмотрите. То есть здесь была электрика, провода. Видим, тут еще тоже была печь. Вот здесь проходил дымоход и уходил туда. То есть люди даже прогревали это жилье, хотя прогревать его было непросто. Но в то же время летом здесь прохладно. Но температура уменьшается уже, потому что мы чувствуем свежий воздух из катакомб. Здесь проходит труба какая-то, и укрепили свод деревом. Это не очень надежно. Дерево гниет, и в катакомбах теряет прочность очень быстро, очень временная мера. Вот так жили люди. То есть мы с вами сейчас находимся в жилище. Валентин, расскажи, где мы, вот, что это за комната, вот она, что мы видим, что уже здесь есть стенка разломанная. То есть когда-то у людей здесь была стенка, и вход в катакомбы был... Прямо в катакомбы, да, естественно. Но люди им не пользовались, то есть он был закрыт. Видно, что была стенка, это уже подземщики, да, открыли. Неизвестно. Возможно, они оставили маленькое окно и закладывали его камнями, типа секретный вход. Многие делали так. Мы встретились с коллегой, замечательным подземником Александром, ход в полу под бутовкой, который маскировался плитой. Вот. Значит, что хочется сказать? Рассказ очень долгий, но, простите, это стоит того. Принято писать в краеведческих книгах, скажем так, в советские времена писали, что здесь жили люди с незапамятных времен, может быть, начало 19-го, конец 18 века, до времен Советского Союза. При Советском Союзе людям дали квартиры. В реале, это писать при Союзе было нельзя, на половине Шкодовой горы, где мы находимся, люди жили до 1968-го. В этом году произошла авария на нефтеперерабатывающем заводе, и только тогда людей отселили, насколько я знаю, большей частью на поселок Котовского. Но в той зоне, которая считалась не опасной, люди продолжали жить до 70-х, 80-х, говорят, и чуть позже, до наших времен практически. Причем это редчайший случай, что человек может официально владеть кусочком катакомб. Что я имею в виду? Кстати, вчера у меня был спор на эту тему с коллегой. По украинскому законодательству мы не можем владеть недрами. Ну да, недра принадлежат государству. Они принадлежат всему народу, соответственно, да, государству. Да, распределитель. И вы можете только взять их в аренду на 49 лет. Нужно оформить горный отвод, а это огромный пакет документов, он стоит очень дорого, никто никогда этого не делает.
В пододесских селах, а замечу, что мы сейчас все-таки в черте города официально, в селах у людей есть погреба в катакомбах, даже новые. Вот некто прошел шур в ствол в катакомбы и сделал себе подземный какой-то погреб, хранит там закрутки. В теории, только в теории, слава богу. Можно к нему прийти, отнять это все, и он будет платить огромный штраф. Здесь это были официально квартиры, поэтому это было официальное владение кусочком катакомб. Уникальное исключение. Вот так. Да, к слову, в прошлый раз, когда я здесь прогуливался, я встретил женщину уже в возрасте, и она рассказала, что ее, когда она еще была ребенком, ее привезли с роддома, и этот подземная хата, ну не конкретно это, а одна из многих здесь, у нее так в свидетельстве о рождении числился адрес, они платили коммунальные услуги, то есть у них все было, это был полноценный дом с адресом, и почтальон приносил сюда почту. Именно так. Именно так. Такое же есть в Австралии, кстати, знаменитый поселок, кажется, Купер-Бэдди, если я не ошибаюсь, я забыл. Там добывают опал. Опал находится в глине, в каких-то мерзких породах, и вот люди выкапывают себе жилища, обустраивают их по последнему слову, ну, там, современных понятий о комфорте, и продолжают там жить и сегодня. Сегодня конкретно, насколько я знаю, здесь нет ни единой квартиры, где продолжают жить люди, но они официально числятся как погреб, как сарай. Да, они используют их как техническую зону. Ну что, мы с вами сейчас пойдем туда и попадем. Еще два слова. Для нас это дико, все-таки хлев, какие-то помещения для животных должны находиться отдельно. А в 19 веке, ну, так было, я думаю, действительно только при царе, ну, может, до войны. Люди жили в одной квартире со своей коровкой, свинкой, козочкой. Просто отдельно. Они находились в отдельной комнате. Все, сейчас пойдем с вами в настоящие катакомбы. Но не просто катакомбы, которые соединяют разные Мы вернемся отсюда же? интересные места. Да, да, да. Вот туда. %80 просмотров от людей, которые не подписаны на канал. Смотрите, в какую красоту мы залезли. Вот вы не подпишетесь, и в следующий раз не получите уведомления. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и задавайте вопросы в комментариях. И мы с Валентином постараемся обязательно вам ответить. Если мы не знаем ответ на ваш вопрос, мы вместе будем искать информацию и обязательно что-нибудь да и ответим. И узнаем истину. Не забывай закрывать. Так, что у нас тут льется вода? Этого не было, это плохая новость. Ого, а тут прям дождь идет. И это... Ты снимаешь сейчас? Снимаю, да. И это очень-очень плохо. Это очень важное историческое место. В этих катакомбах жили партизаны. Не далее, как 3 года назад, прошу прощения, 4, 2018, мы со второй женой, она легендарная исследовательница катакомб, при этом из другой страны. Мы нашли горку патронов Мосина, много. Нам надоело их вынимать. Где-то здесь? Вот здесь. Прямо здесь? Прямо здесь, около 20 штук. В довольно неплохом сохране. То есть тут еще можно и до сейчас копать? Конечно же. Здесь можно делать потрясающие находки. Это случается и не раз, и не 2, и не 100 раз случалось. Валик, а что это льется? Почему так сильно льется? Тут же мы не очень глубоко. Может, какой-то водопровод просто прорвало? Я боюсь, что да. Мы же не можем на уровне водного горизонта. Мы не раз говорили, вода – главный враг катакомб, хуже, чем люди. Образуются трещины, обвал будет гарантированно. Это место, где мы все-таки не продолжили раскопки, оно будет уничтожено. И так происходит постоянно. Вот стекла, да? Это вы тоже да, нашли? это стекла, да, совершенно верно, это мы нашли. Ну, покажи. Это старые стекла от керосинового Покажем лампы. нашим зрителям, может, тут клеймо видно. Вряд тут ли, не факт. Как повезет, сейчас посмотрим. Кстати, замечу, это царских времен, не советских, так что я знаю по форме,
долго объяснять. По геометрии изгиба. Кажется, клеймо ниже было. Вот как раз где отбито, да? Просто очень часто его плохо видно. Ну да, оно стирается. Просто не могу найти сейчас все-таки. Бывали фирмы даже тогда, которые не ставили клеймо, но это так редко, что Ну да, я тоже не вижу здесь клейма. А ладно. я не вижу их. Их видно Это не сильно что-то меняет. Это вообще ничего не меняет. Так, ну нам туда. Да? Помимо Ютуба, у нас еще есть телеграм-канал, где я выкладываю материалы, которые не попадают на YouTube. Это фотографии, истории, анонсы. Так что обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Там много интересного. Мы нашли такую интересную деталь, увидел я. Вот крюк и кольцо. И нередко мы видим цепь. Ну, кто-то уже забрал на металлолом. Это то, о чем мы говорили. Люди жили прямо вот в соседней комнате, живут животные на привязи. Кстати, точно так же, но мы, по-моему, рассказывали об этом. В войну люди, укрывавшиеся под землей, содержали даже домашних животных. То есть вот здесь, конкретно в этом месте, где стоит Валентин сейчас, крюк, где была прикована какая-то коза, скорее всего, коза, ну, овца. Это стейбл, стойло. Да. Ну, большой зверь сюда вряд ли попал бы, не лошадь, конечно. Ну, максимум же ребенок, но сам факт. То есть вот это доказательство того, что все эти слова, они это абсолютная Чаще правда. всего козочка. Максим, полезли? Ваше мнение, Максим, как вам вообще? Ну, или вы здесь были уже? Или не здесь? Не здесь, в другом районе, но недалеко отсюда. Вот это место явно было перекопано местными жителями, чтобы дальше к ним в катакомбы, ну, из катакомб не приходили к ним в хату. То есть вот там хата, мы оттуда пришли. Здесь мы заметили, была привязана худоба, домашнее животное. А там дальше катакомбы, куда мы с вами держим путь. Ох, узко. Узко. В одном из предыдущих видео на Шкодовой горе я уже говорил, что если видите узкое место, в него обязательно надо лезть. Потому что там вас будет ждать приз. Вот он наш приз. Ох, узко. Бывает и хуже. Какая красота. Какая красота, какой огромный зал. По меркам одесских катакомб это действительно огромный зал. Кстати, подпорная колонна выглядит очень старой, а за ней мы видим не что иное, как проход на нижний ярус. Да, Валик, это же нижний ярус вон. Секунду. Да, это нижний ярус, вот. Конечно, естественно. Да, совершенно верно. И подпорка это явно еще старая. Да, к сожалению, этот нижний ярус тупиковый. Редкий случай. Здесь можно делать нижний ярус, он везде здесь есть. Для меня загадка. Мы туда пролазим, и там всего одна комната. Моя гипотеза, продолжение хода уходит сюда, оно полностью завалило, засыпано сейчас камнями. Дело в том, что в этой части Куяльницких катакомб, хочу сказать, не имеет ничего общего с лиманом Куяльник, по названию поселка Большой Куяльник. Здесь везде два яруса, но если по верхнему мы ходим, нижний не исследован полностью. Вот в прошлом году мы только начали с Игорем Греком, замечательными другими людьми, исследовать нижний ярус. Максим пошел проверить эту норку. Валентин говорит, там была, как это называется, стая летучих мышей, их место ночевки, зимовки. Сейчас лето, правда, они сейчас на охоте, они там зимой, но могут все равно гнездиться. Что там, видно что-то, Максим? Летучие мыши есть? Нет. Улетели, значит. Ну ладно, вылазь, пошли дальше.
Ну что, Валик, куда идем? Я хочу все-таки вернуться в соседний зал и рассказать потрясающую историю. Вот потрясающую в прямом смысле слова, в это слишком тяжело поверить. А доказательства у меня только, люди, которые это видели. Ладно, идемте в соседний зал и послушаем историю, которая потрясает. Здесь мы нашли кусок древнегреческой амфоры. Шутка, конечно, это... Это глиняный сосуд 19 века. Вот. Не редкость в одесских катакомбах. К сожалению, чаще всего они попадаются битые. Иногда, кое-когда, иногда можно склеить. Но дело в том, что совершенно рядом, в том же 2018, в той же самой экспедиции с моей женой, мы нашли совершенно немыслимую вещь. Скажите, как можно найти в катакомбах вещь гораздо старше, чем катакомбы? Это звучит как бред. Это бред. Можно. Да нет, это бред. Ну сейчас, я уверен, что нас ждет удивительная история, в которую придется поверить на слово. Максим, ты поверишь на слово? Посмотрим. Посмотрим. Валик, а ты бы поверил сам себе? Нет. Не все так однозначно. Не все так однозначно, да. Придется поверить или не поверить. Ну, в этом и есть интрига. Начало лета 2018 года. Мы только что выкопали с Леной патроны. Мы в восторге. Я рассказываю всякие истории из прошлого. И чего-то мне забиндюрилось, как говорят в Одессе, зайти на этот обвал. То ли я хотел осмотреть потолок, то ли что. У меня под ногой лежит предмет овальной формы, и у него острые концы. У меня падает челюсть. К счастью, уже очень давно я находил нечто подобное, еще древнее, и я понял сразу, в чем дело. Я поднимаю предмет, показываю его Лене. Она смотрит, и я вижу, что человек сейчас сойдет с ума. Произошло немыслимое. В катакомбах, сделанных максимум, в начале 19 века, кремниевый наконечник стрелы. Никто не знает, сколько ему лет. Это может быть 7 тысяч, 20 тысяч, 30, 100 тысяч лет назад. Наверное, все-таки это 20-30. Лена говорит, как это? Как это? Леночка, до поверхности уже пару метров. Здесь полно трещин, дырочек и так далее. Он провалился из слоя почвы в катакомбы. Почему не сошел с ума я при находке? Лена долго переваривала этот факт, но ее мозги смогли это загрузить. Много лет назад, это, наверное, был конец 80-х, я не помню, я нашел в этом же районе, на подобном обвале, зуб доисторического верблюда. А вот как он выглядит, это уже знает каждый палеонтолог. Я, скажем так, не раз бывал, я числился сотрудником палеонтологического музея, и я сразу понял, что это. Но это был разрыв сознания. Пока я не поднял свои глаза, не глянул на потолок, а там прямо уже висела глина надо мной. Тогда я успокоился. Значит, вот этот самый кремниевый, как всегда, зуб доисторического верблюда я где-то... слава богу, не потерял. Я его подарил как сувенир очень приятным туристам. А кремниевый наконечник я подарил коллеге, которому я испытывал безмерное уважение. Он начал исследовать катакомбы на 7 лет раньше, чем я. И тут я однажды вспомнил, что я ему никогда ничего не дарил. Александр Самаруков. Если ты смотришь это видео, ты можешь подтвердить мои слова. И более того, косвенно ты подтвердишь, что я не вру. Вам может показаться, что мы здесь слишком веселые и как-то забываем про то, что происходит. Нет, мы не забываем. В нашей стране идет война. Война, сильнейшая война в Европе с окончания Второй мировой войны. Уже 5 месяцев Россия воюет в Украине, применяя все свои силы, кроме разве что ядерного оружия. Носятся массированные удары ракетами «Калибр», «Искандер», «Ониксами» и Х-22. Это вообще оружие террориста, потому что, хочу заметить, круговое вероятное отклонение ракеты Х-22 600 метров. А что такое круговое вероятное отклонение? Это 50% ракет попадает в круг диаметром 1200 метров, радиусом 600 метров. То есть Россия ведет вполне
для них вполне понятную террористическую деятельность. А для нас уже тоже, к сожалению, мы к этому начинаем привыкать. В плохом смысле этого слова привыкать. И я прошу тех, кто смотрит это видео, не забывать, особенно тех, кто смотрит это видео из России, знать и понимать, что происходит в Украине. Те, кто смотрит это видео из-за границы, те, кто смотрит это видео из Украины, и так все знают. Останавливаться в помощи армии нельзя. Останавливаться в помощи друг другу нельзя. Война не перешла никакой Рубикон. Новый Рубикон. Первый Рубикон был 24 февраля. Так что продолжайте поддерживать армию, продолжайте поддерживать Украину, и вместе мы обязательно победим. Величественный пейзаж. Даже сама эта стенка, это как кто-то отгораживал. Да, Свою мы же хату, видели солому да. на полу. А на полу перегнившая солома. То есть отгораживали катакомбы от своего жилища. Стенка за стенкой. И здесь уже валялись гильзы, даже при мне. Дело в том, что гильзы. Вот эта находка патронов, это не нечто, это для нас, для нашего поколения, которым лет по 50, уже что-то такое совершенно немыслимое. Поисковцы 60-х годов, очень жаль, многие из них уже мертвы, здесь вынимали все это килограммами, тоннами, не знаю. О, Рома, следы обеда. Следы обеда. Многие люди не могут поверить, что в катакомбах живут лисы, так как лиса очень скрытное животное, очень милое, но очень пугливое. Они слышат наши шаги за сотни метров и убегают. Вот доказательство, косвенное, но доказательство. В катакомбах постоянно, любой подземник подтвердит мои слова, в любой шахте не очень популярной попадаются птичьи перья. Ночью лисичка выходит и кого-то ловит и кушает с комфортом в своей столовой. Да, кстати, чувствуется запах лис. Да, второе отличное подтверждение. Здесь пахнет как в зоопарке. К сожалению, мы не можем это передать на видео. Здесь достаточно высокие такие залы. Очень красиво. Жалко, мы не сняли, за углом на стене надпись сделана цветным мелком «Пепшин». Очень странная фамилия у человека. Это местный фанат катакомб, отлично знал эту систему, но уж лучше, чем я в те годы, в 80-х в середине. Куда пойдем? Туда? Куда хочешь. Эта система закольцована полностью. Ее план выглядит вот именно как кружево, как паутина. Угу. Куда хочешь, туда идем. Ну, пойдем посмотрим, что здесь. Наша цель сегодня в нашем видео показать вам больше подземных жилищ, чем катакомб. Хотя это место настолько полно историй и красотой, что здесь не обойдешься одним видео. Ты начинаешь подземное жилище, даже катакомбы. Начинаешь катакомбы верхнего яруса, а там уже нижний, надо его уже снимать. А, вот. Тут корни Вот растут. Зеленый мелок, Рома. Зеленый мелок, Гнат. У них была целая компания, это юные фанаты катакомб. Им тогда было лет, может быть, по 20 в середине 80-х. Они старше меня. Валик, эти корни, вот давай расскажем нашим зрителям про эти корни. Тут просто очень так наглядно Отличное видно. свидетельство, что мы не глубоко. Как мы вам не раз говорили, глубина катакомб очень разная. От буквально ничего, несколько метров, до 40 метров. Здесь глубина 3 метра. Это опасно. Обвалы в этой системе происходят очень часто, не только потому, что она расположена слишком неглубоко, а из-за того, что это очень старые шахты. Это еще начало, середина 19 века. Ну, с дорезками более поздних времен. Одни из первых шахт вообще в городе. Да, ширина, нездоровая ширина. Нету бутовок. Да, это очень опасно. Да, мы с вами видим много обвалов. Правда, слава богу, вот мы идем сейчас, хоть и растут корни, но свежих обвалов немного. Все обвалы более-менее старые. Хотя, конечно, никуда не денешься от того, что новые обвалы будут.
Даже те же самые корни деревьев, они тоже разрушают катакомбы. Особенно, если это растет не какой-то кустарник, а большое дерево. Да, конечно, они образуют трещины. Рома, вот очень важный момент. А ты уже заметил, большинство корней коричневого цвета — это мертвые корни. Живые корни белые. То есть растение пробило себе путь в катакомбы недавно. Вот. И если мы присмотримся, но это не просто снять, нужна оптика. На них в самом конце крохотные капельки воды. Вода конденсируется и Да, и они пьют, таким образом они пьют. пьют воду, да. Сори, я имел в виду водяную. На первый взгляд это просто мусор, но я присмотрелся и понял, что это, на самом деле, стоит об этом сказать. Это не просто мусор, это чей-то свет. То есть дети пытались использовать ленту и горящий пластик, чтобы ходить по катакомбам. Ну, я понимаю, что они далеко не зашли. Наверное, это их финальная уже была точка. Дальше они как-то вернулись, ну и там встречали ленту. То есть кто-то до сих пор ориентируется по ленте. Я больше скажу, я даже на YouTube видел людей, которые ориентируются по ленте. Но мы уже вам рассказывали, что так делать нельзя. Рассказывали, Рома? Ну, можно рассказать еще раз. Не по ниткам, вот нитка, леска, нитка, лента. Этот способ, простите те, для кого это банальность, для многих это банальность. Этот способ кажется сверхнадежным, с точки зрения математики, непрерывная линия. На самом деле это ненадежно, кто-то может отрезать и переложить вашу ленту или нить. Такое было. Одни дети пошутили над другими. Детей пришлось искать. Гораздо надежнее ставить стрелочки на стенах. Вон вы видите стрелочку и букву МП. Я не знаю, кто это. Это кто-то, видимо, из самых первых исследователей катакомб. Мы увидели очередной скелет. Это скелет или лисички, или собачки. Наверное, кто хорошо разбирается в костях, с легкостью сможет определить, что это. А для нас это представляет определенную трудность. Но скелет явно местного жителя. Замечу, в этих катакомбах живут и собаки. В отличие от лис, они не чувствуют себя хозяевами катакомб. Они в жару заходят укрыться от жары метров на 50, 60, 100, не дальше обычно. Было интересное исключение, но это долго рассказывать. Лисы ходят по катакомбам, как мы. Я нашел свидетельство того, что они исследуют катакомбы. В это, опять же, невозможно поверить. В чем смысл? Они обычно держатся не очень далеко от входа, в это их квартира, ночью выходят, ловят птиц, мышей и так далее. Однажды я встретил следы лис, и я извиняюсь, отходы их жизнедеятельности, в невероятно далеком районе, там идти больше 4, наверное, 5 километров от входа, и лисы ориентируются по запаху. Там не пахнет ничем, потому что там бесконечные гигантские системы катакомб, уходящие в сторону Кривой Балки отсюда. То есть лиса должна понять, что нету свежего воздуха, незачем туда идти. И лисье путешествие пресекла только вода. Дальше идет понижение пласта, вот это самое синклиналь, и шахты затоплены водой. За водой, когда я пересек воду, больше лисьих следов не было. То есть лиса все-таки реально исследовала катакомбы. Ну, какая-то логика здесь есть. Все-таки, если это ее дом, как норка, да, лисы, животные норные, то ей нужно знать, не придет ли кто-то к ней оттуда и так далее. Я хочу сказать, Рома, что мы просто наука еще не знает. Биология, будем говорить, в отличие от физики, это маленький, глупый ребенок. Она находится в зачаточном состоянии, чтобы о себе не мнили биологи, Высшие млекопитающие мало чем отличаются от нас, кроме того, что у них не было образования, они не читали книги. Вот. Как-то я подарил первой жене, она была биолог, книгу американского исследователя, причем с сухим учебник, университетский учебник, там исключены какие-то фейки и глупые истории. Эксперимент с крысами, ставили этажерочку и ложили внизу лестничку, а на самом верху еда. Крысы додумались ставить лестницу, залазить, перетаскивать и так далее, и так на каждый этаж, чтобы добраться до еды. Максим, мы бы с тобой додумались, но это не точно. Ну, нам просто лестничку никто не давал, нам еду просто дают. Мы ее и едим. Ладно, шутки шутками, а надо двигаться дальше. Еще можно
А вот свежий обвальчик, видно, здесь закопчено, здесь кто-то жег когда-то покрышки. И вот свежий обвал, то есть мы видим, как все равно катакомбы рушатся. Чью-то челюсть. Чью-то челюсть. Это уже не все знают, что это такое. Я думаю, большинство, судя по... Хорошо видно именно вот эти лисьи следы, о которых мы говорили. Вот они. Все истоптано лисьими следами. Ну, это, собственно, их следы. И следы их жизнедеятельности здесь встречаются. Ну что, Максимка, как тебе лисья шахта? Отлично. Ну, тут красиво. Тут, вот согласись, вот наши катакомбы, они все отличаются. В Нерубайском это одно, в Усатово другое, здесь третье, стройгидравлика четвертое. Разнообразие ландшафтов в катакомбах поражает. Ну и не менее меня поражают люди, которые говорят, ну что, ну все одинаковое, желтые стены. Может быть, видео не передает всей прелести. Ну, мы стараемся вам передать всю разнообразность детских катакомб. Да. Нет, Будем я говорю стараться. вообще, даже на любых видео. Есть огромные залы, есть низкие хода по 1,20 м. И километрами так надо идти. Здесь есть низкие хода по 0,30. Протискиваешься и не знаешь, что дальше будет. Уже возвращаемся к хате. Слышим впереди водокап. Да. Ну, встаньте вокруг этой колонны. Мы уже собирались выходить отсюда, а тут нам улыбнулась удача. Мы нашли кусок керосиновой лампы, причем с клеймом. Сейчас помоем его. Как раз вода течет. Ну, показывай нашим зрителям. Костополь. 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 Шепиро. Шапира и Фридман. Фридман, да. Не сомневаюсь, это мощнейшая крупная фабрика конца 19-го, начала 20 века. Ну, Шапира и Фридман. Костополь. Вот так вот находим историю прямо у нас под ногами. Мы с вами вылезли оттуда. Сейчас движемся в другую подземную хату. Немного так подустали. Но ничего, еще силы есть. Смотрите на эту дверь. Вот конкретно эта часть, это и есть именно подземный дом. Вот. Подземная квартира, как ее еще называют. Люди здесь жили вполне цивилизованно. То есть здесь была мебель, здесь была печка, здесь были окна. Здесь была штукатурка даже, ну, подобие штукатурки. мне до боли печально осознавать, что оно скоро все само уничтожится. Посмотрите, все в трещинах, все в трещинах. Ну, с другой стороны, еще постоит. Да, еще одно поколение. Вот еще чья-то комната была. Вот там кто-то жил. Изоляторы, посмотрите. То есть здесь была электропроводка, вот изоляторы. Мы заходим в комнату, и вот тут
Возможно, это был какой-то чулан, все-таки это комната даже не штукатуренная, не крашеная, не беленая, но Да, место, где хранят инструмент, то, что надо не каждую минуту под рукой. ну, дверной косяк вот остался, даже петли остались. То есть все осталось. Глиняная штукатурка и керамические изоляторы. Сейчас называется лофт. А тогда вот так вот жили. Ну, скромная хата, скромная. Явно. Бывают даже подземные хаты гораздо больше. Вот эти соседние. Стенка. Здесь делали мусорку. Это ужасно. Тут даже есть. Рома сказал, скромная хата. Что такое нескромная? Посмотрите. Такие находки, да? Вот, Это лампа. да. Так, пришлешь мне эти файлы, мы их ставим в видео в нормальном качестве. Великолепный копарь Александр, мой друг, не так далеко, в километре отсюда, в подземном жилище, нашел вот эту вот керосиновую лампу. Значит, представьте себе, сколько это стоит. Она имеет музейную ценность. Более того, теперь она живет в музее. Саша человек очень бескорыстный. Он презентовал ее Сергею Новицкому, замечательному краеведу, который создал новый музей в Нерубайском, который, кстати, я рекомендую посетить.